Коллеги, всем доброго времени суток, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина и что нас может ожидать далее, что у нас произошло. Помните такую обложку, да, «Экономист», где искусственный интеллект, ангел и демон борются за место. И так уж совпало, да, походит, что и у нас в закрытой группе ребята сразу предположили, что это, возможно, будет такой ход событий, и как раз оно так, ну, как совпадение, да, такие получается. Помните, у нас здесь лошадь с длинными ногами была с прошлой обложки, и потом выпустили они 28 числа, получается, да, у них вот такая обложка вышла. И ее, если применить, наложить на график, да, получается такой, как спуск по букве, да, вот здесь у нас спуск пошел как раз, и сейчас небольшой пробел, накопление и выход наверх. Обратите внимание, здесь сразу рост дали 10% уже, то есть подобрались к рогам, еще, возможно, выше закинут. Есть такой паттерн, как его в последнее время любят называть, это паттерн кошачьи ушки или как-то как-то так говорят сейчас некоторые и знакомые. Кошачьи ушки. То есть одно, второе. Вот здесь могут такое отрисовать. И после чего, да, там, или Симпсона, и пойти вниз обратно к этим же значениям. Посмотрим, как они здесь сейчас себя поведут. Есть трендовая, теперь уже она утвердилась. Здесь верхняя часть, да, мы ее здесь пробили ходом на объеме. Пока остается эта трендовая, остается, будем за ней тоже наблюдать. Посмотрим, что цена, как она здесь закрепится дальше. Что у нас еще было? Еще был момент такой по уровню Фибоначчи, да, у нас как вот мы вниз упали в это значение. По Атланту, что подсказывал Атлант? Давайте перейдем на 15-минутку. На 15-минутке была вот такая вот картина. То есть у нас строился паттерн в виде треугольника с плоским низом, как медвежий паттерн на продолжение движения вниз. Но опять же были уровни, что выше этих уровней лонг приоритет, ниже шорт приоритет, да, и здесь у нас получился вот такой вот момент. Здесь Атлант давал лонг сигнал, да, у меня здесь случился просто какой-то, как бы это объяснить, очень много разной информации, да, у меня за последнее время вообще, вот когда мы сюда пришли к вот этим значениям, к вот этим, я через себя пропустил очень много различной информации, собрал все, что можно было собрать, собрал в кучу, да, там и с Маском то, что они закупали, распродавали, и этот Matrix Strategy тоже, в общем, различные виды крупных инвесторов, да, смотрел, какие объемы закупали, продавали, где, в каких уровнях, где блоки. В общем, пришел к такому мнению, что стоит здесь, если пойдет цена, будет вниз уходить. И у меня этот уровень, да, помните, я все время говорил, 28 тысяч, 27 тысяч, такое 1000 вот это вот, она очень значимая для меня, во всяком случае, и как дальше буду поступать. И уже полагал, что мы пойдем ниже, будем проваливаться здесь, и хотел было закрывать свои позиции, уже даже в группу отписал, что буду закрывать и часть и спотовой торговли, и вот. Но Атлант просто не дал этого сделать. У нас немного погодя, да, вот в 20:30 25 апреля пошел рост к верхней грани. Атлант перевернулся в лонг.
И здесь я задумался, стоит ли продавать. Да, я сижу, просто сидел и просто наблюдал. Пойдем вниз, буду продаваться. Не пойдем, буду следить дальше. И к моему просто удивлению, цена делает финт. Она выходит в этот момент, в этот уровень обратно, пробивается его и просто с объемом пробивает трендовую. Пробивает, закрепляется, открывается следующая свеча и пошли 15 минутки просто лонговый рост до Китая. На открытии Китая происходит небольшое накопление. Брал отсюда шорт-позицию. Немножко на ней заработал, но ее обратно на одной немного заработал, а вторую сбрили. И, в общем, здесь в ноль просто. В ноль вышли. Третья, четвертая. Ожидал, что здесь будет третья волна, четверка к единице пойдет. Но тоже, видите, да, как они отработали и быстренько дальше стали закупать, опять наливать объем и закинули цену еще выше. В процентном соотношении это получилось 9. Сейчас покажу. В процентном соотношении от Атланта, ну, от следующей, да, вот отсюда можно было, это получилось 9,30%. 9%, ну, 30, 9,33, да, процента. Так, и если смотреть с самого дна, нет, так не видно. Сейчас еще раз. Если смотреть с самого дна, да, куда Атлант пошел давать сигнал, это у нас получилось 9,87. А если прямо двойки, сейчас, это у нас 10%. Вот ровно 10% и все. И сейчас пошла небольшая коррекция. Коррекционное движение по волне. И смотреть по волновому анализу АБЦ, после пятерки, вот следующее коррекционное движение, которое должно произойти, по-хорошему волна А должна быть у нас вот такой длины, то есть 50%, примерно вот в эти уровни. Здесь посчитано с последнего импульса, то есть вот отсюда. Секунду. Вот, с последнего импульса, да, где у нас заход был. Здесь коррекционное движение. Но не может рынок расти без коррекции. То есть, ну и опять же, сейчас те, кто пока ждут коррекцию, смотрите, коррекционное движение вроде пошло, и полное поглощение вот этой свечи, то есть как разворотное, и опять пытаются наверх закинуть. Я думаю, что здесь уже сейчас просто будет распределение и потихонечку слив по волне А в районе 29-130 и, возможно, ниже. Тут можно будет смотреть. Опять же, желательно смотреть от паттерна, да, по Атланту, какое будет накопление. Покажут ли здесь структуру, из которой будет выход вниз или даже как-то в бок это все дело могут сильно растянуть. И вместо того, чтобы получить коррекционное движение, можем просто в боковике вот это все распределить и пойти еще выше, например. Такое тоже не исключено. Так, относительно всего этого роста, который уже произошел, вот здесь, да, с падения, тоже коррекцию могут составить в район 618, 50%, это 28 400 и 28 126 тысяч. Тоже как вариант вернуться обратно к этим же значениям. Дальше на графике еще было отмечено вот такие моменты. Это был уровень, вот она желтая идет. Это у нас уровень 28 тысяч. Вот он. 28 тысяч.
И это был уровень как бы long-short приоритета. Да, у нас здесь получается. Пока мы торговались ниже этого уровня, у меня был шорт сценарий. То есть я полагал, что мы пойдем вниз. И были уровни, отмеченные внизу. Но пробив этот уровень, это был как лонг сигнал, лонг приоритет. И цена пробилась, да, и тут без ретестов просто пошли наверх на самый-самый пик. Даже с этого уровня можно было очень хорошо, на пробой этого уровня можно было забирать. Так. Новостной фон вышел хороший, там за исключением 2 пунктов. Но в целом новости были действительно хорошие. По коррекции посмотрим. Так, сейчас на рынок зашел Уолл-стрит. Кстати, вот они. Это они вот здесь вот. И вот эти две свечки, это уже и есть Уолл-стрит. Это они и продали, и откупили. То есть они сейчас думают, что делать дальше, да, с вот этим всем движением. Сейчас подумают, сообразят, как расставить ботов. Все хотят заработать, не забываем. По Matrix Strategy мы в сильной перекупленности. Уже второй раз, да, и раз в перекупленность закинули, чуть остудили и опять закинули. И в прошлом тоже вот где-то. Нет, у нас здесь из перепроданности, да, мы подняли. Да, тут перепроданность была слабая. В основном вот в перекупленности, очень сильно в перекупленности. Так. Что еще? Еще подсказки были, опять же, от нашего любимого дядюшки Шварца. То есть, мало того, что экономист, они знают прекрасно, что они делают, поэтому они и выпускают такие различные структуры, фигуры, картины. Даже помните, в 2088 году, да, когда журнал «Экономист» выпустили свою первую обложку, которая была с криптографией, тогда уже понимали, что будет. Так, и далее твит Дэвида Шварца, тоже ребята на него обратили внимание, что он заряжает телефон. Обратите внимание на процент. Зеленый 78%. Как бы то ни было, да, кто бы вот опять что ни говорил, если смотреть по уровням Фибоначчи, давай мы дневку откроем, на дневке будет более приятно посмотреть на этот момент. То есть вот наша дневка, вот наша буква А, вот наша буква И. Вот 78%. Обратите внимание, мы почти к ним пришли. То есть вот его максимальная, да, вот она свечка, вот здесь закончилась, это было 30 300. Золотое сечение пробили. Это и плюс, потому что почти дошли до 78%. Это как бы вот то, что был вот этот шорт, весь вот этот слив, его откупили, да, перебили весь, обратили, одной свечой просто назад вернули, показали силу. Молодцы. Но все равно бык, медведь еще как бы в приоритете. Здесь нужно пробиваться. Так. Сейчас посмотрим, как будет вот эта структура, вот это накопление, как его, где его будут завершать и откуда начнется коррекционное движение, да, поход выше. То есть нам сейчас по-хорошему нужно выждать какое-то накопление вот в этой области. Еще один момент, кстати, по фиксированному профилю объема вот в этом накоплении, в этом блоке, да, если
поставить, да, посмотреть, то у нас как раз вот этот уровень, вот, который я важный выставлял, он и по фиксированному профилю объема тоже, обратите внимание, это просто алгоритм показывает то же самое, он показывает чуть-чуть, наверное, да, он показывает немножечко ниже 27964, у меня 27982, 27977, вот мой уровень 979. 980, 27, 980. По фиксированному профилю объема тоже вот подсказка идет пробой этого уровня, да, и почти неожиданно для большинства вымахали наверх. Опять посрубали много стопов и на шортистах пробрались наверх. Сейчас остается только ждать, смотреть. Час 43, как здесь закрепится цена и что будет делать дальше. Что мы будем делать дальше? Дальше буду ждать накопления и заходить по Атланту в позицию либо шорт, либо лонг. Уже на 15 минутках выжидать, смотреть день, два, три, не знаю, сколько это времени займет. Вот, красиво. Нурик, Нур, молодец, благодарю тебя. Тоже вложил, да, вот эту картинку с экономиста на график. Тоже четко все. И хвостом показали направление на хвосте, кстати. Тоже красиво. На хвосте показали направление. Так. В общем, вот. Торгую я на бирже BinX. У них самый нормальный график цены. И большинство ребят, которые ушли на эту биржу, они даже, большинство говорят огромное вам спасибо, потому что очень много различных бирж. Кстати, вот тоже была подсказка на уровне 27 тысяч, да, ниже шорт приоритет, выше лонг приоритет, оттолкнулись. Просто цена сюда пришла, набрали и поехали наверх. У них нету, не делают сквизы, как бы делают большинство бирж, да, не выносят просто так. У них идет честная торговля. На их бирже удобно работать. Плюс у них очень много различных на спот, да, очень много различных монет, и, то есть можно и там торговать. Подписаться на эту биржу, ссылки внизу в описании. Приходите, присоединяйтесь. Подключите к TradingView очень легко. Внизу торговая панель нажимаем, выбираем биржу BinX, нажимаем подключить, вводим свой логин, пароль и торгуем прямо из этого терминала. Здесь кнопка красная шорт, синяя лонг. Ну и настройки. В настройках, где оформление шкалы торговли. В торговле первую заявку размещаете, расставляете какой объем и какое плечо вас интересует. Потом ставим размещение заявок без подтверждений, галочку поставили, подтвердили, и все. И последующие заявки будете просто нажал, она тут же открылась, просто нажал, она тут же открылась. Закрыть прямо из этого, из терминала можно спокойно закрывать, крестик нажимаешь, она закрывается. Позиция там, где тебе интересно. Или прям на открытой позиции можно подтянуть лонг, тейк, стоп-лосс и тейк профит подтянуть. Так, ну и в моей группе, да, я сегодня сделал посты, показывал, что, как у нас это все дело шло. Сегодня закрылось у меня на уровне 29 830, 833 ставил, почему-то 32,8 на 2. В общем, закрылась позиция 1176% в лонг, бралась с уровня 26 692. Так, это оно у меня где-то вот отсюда еще 600. Мы еще с этого разворота, как ее поймали. Долго она у меня провисела, ну, 1000%. Извините, с 27 по с марта, да, месяц почти она у меня висела позиция. Время заканчивается. В общем, подписываемся ко мне на биржу подписываемся на биржу BinX, торгуем там изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах, это обязательно. И переходите к нам в телеграм-канал, ссылочки внизу в описании.
Очень много новостей, ребят, очень много сейчас в последнее время работаю, за всем не успеваю, но стараюсь и для вас. Всем удачи, спасибо за внимание, пока.